От пациента. Новая КТ от 21 апреля 2021 года в динамике относительно КТ от 27 января 2021 года с контрастированием. Перепроверка С8 легких на новообразование. Последствия ковид. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 61 года. Дата исследования. 21 апреля 2021 года в динамике с КТ от 27 января 2021 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, легкие расправлены. В целом пневматизация легочной ткани повысилась, сохраняются немногочисленные участки малоинтенсивной консолидации легочной ткани на фоне ретикулярных изменений по типу булыжной мостовой, вовлечения в процесс легких. Правая легкая, верхняя доля 0%, средняя доля 0%, нижняя доля 1%, левая легкая, верхняя доля 1%, нижняя доля 8%. Общий балл поражения легких 3. В базальных сегментах преимущественно слева сохраняются тракционные бронхоэктазы. Пневматизация легочной ткани на отдельных интактных участках легких неравномерно повышена до минус 930 956 Хаунсфилда за счет явлений панлобулярной эмфиземы. Ранее описанный фокус консолидации слева ВС5 разрешился, ВС8 перебронхиально аналогичный участок 16 на 14 на 52 мм, ранее 12-20-27 мм. Также в ВС10 появился участок массивной консолидации легочной ткани аксиальным размером 72 на 16 мм, краниокаудальным 32 мм, ранее 35 на 10 на 11 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце не расширено, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. В левой почке сохраняется конкремент диаметром до 3,8 мм, плотностью до плюс 1534 Хаунсфилда, ранее до плюс 435 Хаунсфилда, разные томографы. При введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. Дефектов наполнения сосудистого русла не выявлено. Заключение. КТ-картина двухсторонней полисегментарной вероятно вирусной пневмонии легкой степени тяжести КТ-1 с вовлечением в процесс 12% легких в стадии разрешения. КТ-картина тенденции к формированию панлобулярной эмфиземы легких, тракционных бронхоэктазов базальных сегментов легких. МКБ, нефролитиаз слева. Рекомендована консультация терапевта-уролога. Доцент кафедры КМН. Котов М.А. 22 апреля 2021 года. Комментарий врача-рентгенолога. Сейчас у вас идет стадия разрешения пневмонии. В целом дело лучше, но в нижних сегментах левого легкого появился участок плотной консолидации, но думаю, что и он со временем разрешится. До полного разрешения пневмонии, на фоне пневмонических изменений достоверно выявить образование легких практически невозможно. Тут нужно подождать, пока пневматизация и легочной ткани восстановится. Те изменения, что есть у вас, они меняются, это говорит об их воспалительной природе.